Xiaomi Mi Box 2025, а это имеется в виду, что насколько актуален Xiaomi Mi Box S второй ревизии в 2025 году. Я пропользовался этим ТВ-боксом более 2 лет. Более 2 лет, когда я снял первый обзор, каждый день в моей спальне стоит этот ТВ-бокс, и я каждый день им пользуюсь. При том, что когда он стартовал, он стоил сколько? 70, 80. Я покупал на старте продаж за $94 конченый. Потому что сейчас это стоит меньше 50. Меньше $50 стоит ТВ-бокс, который у нас официально сертифицирован Google. У нас мало того, здесь есть Dolby Vision, Dolby Atmos, у нас есть поддержка AV1 кодека, и это полноценный процессор iMlogic S905X4. И это еще не все. Это еще не все. За 2 года уже было решено максимум проблем. Даже были найдены способы его взломать и поставить стороннюю прошивку. Вернее, никак не совсем стороннюю, но, в общем-то, не могу об этом говорить много в YouTube, но на FOPDA, на 4PDA есть вся информация. Так вот, давайте. Вот ссылки в описании под видео на этот ТВ-бокс. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Да вообще ссылки на хорошие ТВ-боксы в описании под видео. А дальше мы переходим и такие вот выборочные, краткие тесты и такой небольшой обзорчик. Актуальность в 2025 году после 2 лет использования на канале Технозон. Поехали. Ну и что? 2025 год. Работает, еще раз будет работать. Смотрите, дело в том, что какая интересная ситуация получилась. Обновление у нас не было от самого Xiaomi, но обновление Google сервисов, обновление самого интерфейса от Google приходило систематически. И довели они это до какого-то более-менее идеального состояния. Действительно, все стало очень плавно, хотя на старте, когда этот ТВ-бокс только появился, он как-то там еще лагал. То есть лагал сам интерфейс. Сейчас интерфейс абсолютно плавный, нет никаких задержек, нет никакого, этой гадости, да, там какой-то. То есть мы заходим в настройки, все отлично работает. При том, что да, в 2025 году не появился на нем никакой, скажем так, автофреймрейт, хотя автофреймрейт, имеется в виду от производителя, хотя спокойненько автофреймрейт работает в TV Quick Actions, то есть у нас здесь есть возможность выбрать различные частоты, он будет переключать при просмотре различного контента. Отлично работает эта штука, то есть тут вообще вопросов нет. Вопрос интерфейса со временем я решил установкой, многим не нравится сам по себе интерфейс, главная страница у нас с каналами рекомендаций, но их нельзя ничего с ними делать, нельзя их перемещать, нельзя ничего, скажем так, вставить своего, но я вам скажу, со временем я решил это установкой Projective Launcher, вот таким образом у меня теперь выглядит мой Xiaomi Mi Box, то есть тут все в принципе работает, все хорошо. Я про это выпускал видосик, да, там зайдите на канал, он, кстати, перед этим видео был, и все работает. Все работает отлично, с таким интерфейсом можно работать, при этом назначить его на постоянно. Но все-таки возвращаемся к Google TV. Что изменилось еще? Повысилась стабильность Wi-Fi соединения. Я вам сейчас покажу, то есть в каком плане. В смысле того, что на 5 ГГц у меня сейчас выглядит тест вот таким вот образом. То есть раньше он был там 200 мегабит, сейчас он спокойно, стабильно поднимается 250-260. Это при том, что я его использую в паре с роутером Xiaomi BE7000. И он этой скорости, тут можно LAN RJ45 завести через переходничок. Все это можно сделать. Вот, пожалуйста, у нас на загрузку 259, на выгрузку почти 200, и этой скорости, даже больше 200, этой скорости хватает для просмотра любого контента. То есть для 2025 года, с учетом развития AV1 кодека, когда скорости нужны уже меньше, он работает действительно неплохо. В данном случае, хорошо, зачет. Конечно же, он шикарно проигрывает 4К 60 FPS ролики. И вот знаете, вот как-то получилось, давайте я сейчас выбираю 4К 60 FPS, статистику для сисадминов, и на таком вот интернете у нас, пожалуйста, 0 дропов. Он спокойно проигрывает 4К, он проигрывает AV1 кодек. И получается, что насколько актуален он для 2025 года? Полностью актуален. Он проигрывает все современные форматы, да, включая AV1 кодек, HDR, Dolby Vision 5 и 8 профиль, к чему мы сейчас вернемся немножечко попозже. У него нормальный коннект по Wi-Fi. Большим плюсом является то, что у нас, в принципе, Google TV
начал работать более плавно, да, то есть, ну, действительно, плавности добавили, сама Google добавила для него плавности. И, конечно же, возможность добавления автофреймрейта через TV Quick Actions и через Project TV Launcher можно менять интерфейс. Прикольно, прикольно. Дальше. Что у нас по внутренностям, напомню, тех, кто не смотрел, да, мой оригинальный обзор, то, пожалуйста, у нас Mi TV у нас 2/8. В принципе, знаете, вот один из минусов: маловато памяти, именно 8 гигабайт, но ее маловато только лишь на моменте обновления. То есть у меня сейчас постоянных 1,5 гига свободных, при том, что вы видели, сколько у меня приложений установлено. Давайте покажу, смотрите. То есть у нас вот это вот все у меня установлено. Вот это все мои приложения, которые я использую практически каждый день с браузерами, с различными фильмовыми приложениями, и у меня как бы тоже вопросов не возникает. Если не использовать ломаные какие-то IPTV приложения, то, конечно же, памяти будет хватать. Процессор Cortex A55, 4 ядра, по 2 ГГц, это полноценный Amlogic S905X4. У нас Mali G31, дальше у нас сеть, ну, мы видим уже Connect 780 показывает 300, вполне допустимо и достаточно неплохо работает. Дальше Android 11, получит ли он обновление, либо нет в 2025 году, я пока не знаю, но очень сильно на это надеюсь. Конечно же, доступа к температуре нет, это у нас TV-Box сертифицированный, да и не было на него никогда жалоб, что он как-то там чего-то себя не так ведет. Google Play Store. Доступ к Google Play Store осуществляется с главной странички, просто называя Google Play Store в голосовой поиск. Здесь Google Play Store обыкновенный АТВшный, ничего здесь нового не было. И, в принципе, на 2025 год за 2 года ничего не изменилось. Кстати, в новом лончере, про который я показал, там можно Google Play Store вызывать прямо с главного экрана. DRM Info. Голосовой поиск работает вполне нормально, то есть работает в плане распознавания. И, как мы видим, что это у нас все-таки полностью сертифицированный TV-бокс с различными кодеками, Google TV, поддерживаемые CNC ClearK, Widevine L1 и, конечно же, сертификация Netflix. То есть мои Microsoft Play Ready DRM тоже есть. В связи с этим у нас работают все стриминговые сервисы по типу Netflix, Мегугошек, Праймов, Apple, то есть любой Amazon Prime работает. Любой сервис у нас работает на отлично. Ну, я сейчас показываю себя, вы видите вставочку, там, где у нас, здесь у меня HD просторовый звук, а есть вставочка 4К, то есть у нас Dolby Vision с Dolby Atmos, и тут уже сразу возникает у нас вопрос по звуку. Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos через Dolby Digital, DTS в пробросе, хотя они обещают, что здесь есть DTS лицензия, но у меня нет ни одного сервиса, который бы этот DTS выдавал, поэтому проверить не могу. Тут по DTS у нас именно по DTS HD вообще вопросы. То есть это вот минус, который я говорю, с DTS я так и не разобрался. По голосовому поиску. Да, голосовой поиск в Google TV изначально был урезанный в главном меню. То есть если я здесь назову, например, фильм «Черкасы», вот, пожалуйста, то он найдет всего лишь его где-то либо в YouTube, либо в каком-то платном варианте просмотра. Ну, тут уж есть как есть, поэтому тут уж не ко мне, да, там мы нажимаем, мы видим, просто-напросто загружается YouTube. И, конечно же, все эти фишки Google TV по типу стороннего пульта и Google Chromecast, который просто-напросто работает. Например, я сейчас на своем телефоне беру в Google Фото, вот я захожу у себя в Google Фото, вы пока этого не видите, но вы сейчас увидите то, что я выберу. То есть вот я открыл, у меня здесь проигрывается мой ролик, я могу нажать «Транслировать» и на ТВ приставку Xiaomi. То есть это, а вот, кстати, тут про мой хобби-хорсинг, про настоящий спорт я выключаю, его можно посмотреть, этот ролик, в моем, скажем так, ТикТоке. Это про большой спорт, когда я ушел в большой спорт, если кому интересно. В моем ТикТоке ходите, ссылку в описании под видео закинул, посмотрите. Короче, ребят, смотрите, дальше что. Любые стриминговые сервисы, ну, по типу, например, того же Мегуго, да, там, и, кстати, Мегуго сейчас можно оформлять подписку очень дешево, в описании под видео тоже ссылку вам закинул, и Nexon, и Мегуго, все что угодно можете оформлять с очень большими скидками. Я смотрю постоянно, то есть вы можете смотреть любые, IPTV тянет вообще без вопросов. Смотрите, то есть я переключаю, все идеально переключается, достаточно быстро, здесь очень, достаточно хорошо все сработано. Они все-таки выпустили бестселлер, несмотря на то, что долго нет обновления, несмотря там на какие-то мелкие болячки типа вот этого голосового поиска.
он работает и работать будет долго, нудно. Мы помним еще первую ревизию Xiaomi, которая до сих пор еще выпускается, до сих пор еще в некоторых местах можно купить, и до сих пор еще она, допустим, там актуальна. Хотя там были какие-то вопросы при проигрывании 4К 60 FPS. Здесь этих вопросов нет. Patchwall, который здесь есть, к сожалению, не работает в моей стране, но он, в принципе, нафиг и не нужен. Переназначить кнопки можно, кстати, вот эти все праймы, эпсы и тому подобное, их можно переназначить через TV Quick Action, то же самый. С помощью TV Quick Action я вообще докачал этот TV-бокс до какого-то огромного там медиацентра в том плане, что, ну, сейчас я его удалял, я здесь снимал кое-какие видео, но с помощью него можно реализовать и автофреймрейт, как я уже говорил, и то же самое переключение недавних приложений. Это то, что мне здесь не хватало и то, что мне было необходимо. Да, они полечили болячку адаптивного HDR при первичном подключении к Dolby Vision телевизору. Вам в любом случае, для того, чтобы включить, он здесь есть, он абсолютно хорошо работает, а для того, чтобы включить адаптивный HDR, вам нужно его подключить к какому-нибудь HDR телевизору без Dolby Vision, если у вас нет такого. То есть это все лечится. И, допустим, то же самое изображение и звук, когда вы подключаете его к Dolby Vision, то тут нужно будет выбрать device source, то есть когда он будет выдавать изображение прямо с вашего TV-бокса без обработки самого телевизора, и у вас будет нормально работать HDR в YouTube. Но это уже мелочи настройки, а не особенности TV-бокса. То есть тут уже все работает отлично. Чем отличается еще Mi Box? Mi Box отличается тем, что у него есть встроенный Miracast, кроме Google Chromecast. А это значит, что вы можете сюда кастить, например, экран вашего компьютера без какого-либо Google Chromecast и тому подобное. То есть здесь есть и Miracast, и есть Google Chromecast. То есть он, когда в Miracast входишь, он отключает Wi-Fi и потом переключает его в определенный режим. То есть это удобно тоже. По браузеру браузить можно. Браузить я советую здесь использовать 3 браузера, которые есть. Либо браузер такой вот с красным кружочком, либо браузер HIA, либо TV Bro. Кстати, браузер HIA даже может выводить каналы рекомендаций. Это очень хорошо. Дальше мы перейдем с вами в медиаплеер. Объясню, что у нас интересно. Медиаплеер, который стандартный, фирменный на самом Mi Box, он способен воспроизводить с внешнего устройства различные фильмы. Хотя здесь, не фильмы, я имею в виду различные файлы, давайте так. Хотя здесь у нас и USB 2, с внешнего устройства любого вы можете воспроизводить любой очень тяжелый ролик. Например, мы сейчас запускаем, это вот у нас LG New York 4K в HDR-чике. Это очень высокобитрейтный фильм. Вы можете без ограничения какого-либо воспроизводить здесь любой фильм. Чтобы Google не доколебывала меня, я скажу любой ваш файл. Открываем файл Manager Plus, из него тоже можно воспроизводить. То есть не обязательно, то есть любого источника можно воспроизводить. Тот же самый Dolby Vision. Dolby Vision 5, профиль 8, не то выбрал. 5, 8 профиль можно воспроизводить тоже из любого источника. Давайте там Vimeo Media Player. И вот, пожалуйста, все воспроизводится. Это 5 профиль. Это уже в 8 профиле, то есть все, в принципе, с Dolby Vision тут вопросов нет. По звуку я вам уже сказал, по звуку здесь все отлично, в том плане, что со стримингом вообще вопросов нет. Допустим, через проброс Dolby Digital Plus, Dolby Atmos через Dolby Digital Plus и DTS вы спокойно можете получить. Ну и в таком варианте я прямо здесь буду, скажем так, делать какие-то выводы. А выводы у меня одни, что Xiaomi Mi Box в 2025 году является очень актуальным ТВ-боксом, это раз. Во-вторых, его цена, вы уже видели, я вам показывал на старте, что цена очень адекватная. То есть как он стартовал, когда стартовали продажи $60-70, 80 даже доходило. То есть сейчас меньше $50. Это отличный вариант для покупки. Мы его рекомендуем. Он актуальный и будет актуальный еще и 26-27 год. И даже дальше, скорее всего. И возможно, он даже получит обновление на 12 либо 14 Android. Есть подозрение, что Xiaomi держали под обновление 14 официально, но об этом история умалчивает, будет ли обновление, либо нет, посмотрим в будущем. Ну а так вот, в принципе, TV-бокс, который можете использовать практически для всего.
Ну и напоследок, если говорить там про какие-то вот такие вот варианты просмотра, про которые не могу сейчас в YouTube говорить, то если смотреть 265, он у меня 50-60 гигов тягает, это какие-то супер тяжелые, а так в 265 кодеке это 20-30 гигов, то, что равняется примерно 60-70 гигов 264. Это то, что мы пробовали, конечно. То, что на регулярном я смотрю его без проблем, вообще без вопросов. Ребят, рекомендую. Да, можно брать, все нормально. Я 2 года с ним, 2 года работает. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.